Приветствую всех. В общем, это первое видео в конце зимы, и оно должно, я думаю, поставить точку в вопросе о том, как запускать компьютерные игры, не имея дома компьютера. Итак, смотрите, есть два варианта. Первый — это сложный и не дешевый, это просто собрать среднебюджетный перда, то есть ПК за $800, но для этого нужно хотя бы разбираться в железках, потом вам еще придется вручную ковыряться во время сборки, все это настраивать, ставить Windows, Windows, драйвера и так далее. Короче, это типичное муторное занятие для тех, кто имеет денежки и, самое важное, кучу свободного времени, чтобы заниматься всем этим. Но даже имея дома мощный компьютер и консоль, я понимаю для себя, что меня уже честно начинает раздражать вся эта история. Все эти компьютеры и сидение на кресле, а еще меня, как и всех, бесят вот эти постоянные триггеры по температуре железа, по количеству кадров, и потянет ли, не потянет ли мой компьютер, ну и все эти проблемы, которые носят в башке все владельцы компьютеров. Короче, я устал от всех этих невротических расстройств типичного пекаря и почти месяц сижу без компьютера, но и при этом я запускаю любую ПК-шную игру просто лежа на кровати с расслабленной спиной, не парясь по железу и температурам, и все это я делаю за копейки. Что для этого нужно? Конечно же, облачный гейминг, но внимание, это не GeForce Now, нет, это даже не Game Pass и всякие там танцы с облачными браузерными клиентами или консолями типа Xbox, нет, парни, вы только не сильно, пожалуйста, смейтесь, но я использую вот такую хрень, которую я купил на Озоне за 2500 рублей или 1000 гривен, и это просто лучшее, внимание, облачная приставка из всех существующих в данное время. Конечно, я понимаю, что сейчас вот подойдут всякие там подозрения по рекламе, но поверьте мне, если ты назвал в этом видео эту вещь хренью, то за такое денежки как бы не платят, а эта вещь действительно абсолютно бессмысленная и скучная ТВ-приставка от компании, которую я тоже называть не очень-то и хочу, но хочу рассказать вам довольно интересную информацию, друзья. Дело в том, что купить такую железку для обзора я сумел очень быстро, оплатил на сайте или в приложении банка. Для пользователей, то есть для вас, это тоже очень просто, пару кликов и все готово, но на самом деле онлайн-банкинг стал бы невозможен без быстрого развития технологий, например, без мощной IT-инфраструктуры. Именно такая есть у Selectel, одного из ведущих провайдеров IT-инфраструктуры и облаков в России. Selectel помогает финансовым организациям активно трансформироваться и уходить в онлайн. Например, на серверах провайдера банки могут надежно хранить персональные данные клиентов, платежные данные и биометрию, и все это в соответствии с российским законодательством, без дополнительных заморочек. А еще современные банки активно внедряют решения на базе искусственного интеллекта. Так вот, на инфраструктуре Selectel можно легко обрабатывать большое количество данных, решать задачи по обучению ML-моделей, мощные сервера с GPU сильно ускоряют такие сложные вычисления, и всю эту инфраструктуру можно настроить под индивидуальные запросы и развернуть из одного окна браузера из панели управления my.selectel.ru. Переходите по ссылочкам в описании, чтобы заполнить заявку на консультацию и протестировать сервисы бесплатно. Ну а мы вернемся к теме нашего видео. В общем, назовем эту приставку просто Beachbox, и в ней нет ничего интересного, кроме одной опции. Это запуск любых ПК-шных игр через облако. И поверьте мне, я почти месяц ее тестировал дома в различных условиях, и это очень крутая штука, и на удивление сделана она лучше и дешевле всяких там GeForce Now, более раскрученных и так далее. Плюс к этому на ней можно запускать абсолютно любую игру из вашей библиотеки: Steam, Epic Games, Origin, и это вроде бы все, а не только вот те, что вот находятся в самой GFN, например. То есть количество игр здесь просто бесконечное. Но и самое интересное, друзья, эта штуковина Beachbox, она поддерживает трассировку лучей и DLSS. Ну, то есть как бы не сама она поддерживает, а если вы запускаете игру, то там есть эта опция, она работает. Плюс в настройках можно поднимать разрешение до 4К, и даже, внимание, есть симуляция мышки с клавиатуры на обычном геймпаде. А еще у нее есть, кстати, я заметил, поминутная тарификация, то есть 1 минута это 1 рубль, и также у нее есть самая дешевая подписка премиум за 799 рублей в месяц. И это самая, внимание, еще раз на секундочку, низкая цена из всех существующих облачных платформ. Например, в GFN, то есть GeForce Now, можно запускать далеко не все ПК-шные игры, только определенные, и за премиум при этом вы платите 1000 рублей. Вот так вот. Что ж, подключается Beachbox к телевизору или монитору через HDMI вход, и чтобы запустить само устройство в комплекте идет вот такой небольшой USB кабель и также небольшой блочок питания. В целом комплектация особо не имеет значения, я не ради ТВ-приставки брал эту штуковину. Да, можно, конечно, через Beachbox смотреть всякие там ТВ-каналы, можно установить Ivy, Okko или что там еще из видеосервисов, и можно при этом использовать эту вещь чисто вместо смарт-оболочки на вашем старом телевизоре и так далее. Но опять-таки, мне
мне лично не интересны все эти смарт-ТВ, меня интересовал сервис Сберплей. И что самое странное, прям дико непонятно для меня, почему эту фишку никто не презентует как важную тему. Я бы даже сказал, более важную, чем сама смарт-приставка с ее мусором. В этом бичбоксе самая ценная именно облачная функция Сберплей. И только ради нее я лично и купил эту штуку. Только ради возможности запускать все свои ПК-шные игры именно на телевизоре или мониторе. Не знаю, как у вас там, но одним словом, я подвязал все свои аккаунты, доступные в Сберплей, купил премиум за 800 рублей и взамен я получаю следующие функции. Итак, отмечаем самое интересное. Во-первых, это длительность сессии, она просто бесконечная. Не 2 часа, не 5 часов, а лично я прошел и Takes Two и не выключал сессию порядка 8 часов. Например, в GFN или GeForce Now максимально дается премиум, то есть на 6 часов одной сессии. 8 часов у меня работал бичбокс, и, внимание, ни разу я не получал ни единого вылета или обрыва сервера и прочие дресни. Я уверен, сидел бы я 12 часов и сессия бы длилась бы точно там больше 12 часов. Плюс к этому такое понятие, как стоять в очереди, тут тоже просто отсутствует. Один раз я попал в такую задержку, был там третий в очереди, но это буквально на 1 минуту. Меня просто придержали, не более. И это было вечером, в пятницу, в самый час пик. Ну окей, едем далее, и теперь самое важное я вам озвучу. Запустить я сумел на бичбоксе вот абсолютно любую игру из своих аккаунтов Steam, Epic Games и Origin. И это крайне важно, потому что за 1000 рублей в GeForce Now нам дают запустить только те игры, которые, внимание, имеются в самой GFN, то есть в ее библиотеке. А их там хотя и немало, это стоит признать, но все равно это несравнимо с бесконечным количеством в Сберплей. Я не знаю, кто работал, то есть над этой маленькой штуковиной, но они закрыли именно те проблемы, что есть у конкурентов, и даже дали возможность выставлять не просто Full HD или там 2К, но и поднять разрешение вплоть до 4К, и третье, есть также поддержка трассировки лучей и DLSS. Понятное дело, что вытащить 4К с трассировкой в 60 FPS тут, конечно же, тоже не получится через Сберплей этот, то есть, например, вот в Control там вообще 15 кадров, не больше, но в 2К или Full HD стабильные 40-60, и судя по данным в Steam настройках, за вычисление отвечает облачная видяха NVIDIA Tesla T4 на 60 VRAM. Это специальная видяха, созданная для облачных серверов, ее невозможно использовать в домашних условиях, потому что там тупо нет подключения к компьютеру, и ее мощность используется для вычислений. Вот поэтому у нее 16 VRAM, чтобы запускать 4К с трассировкой лучей, и стоит она всего лишь 240-250 тысяч рублей, там несчастные $3500. В общем, именно такие видеокарты обслуживает сервера BitchBox и конкретно Сберплей. Мощности очень серьезные, приличные, и вот теперь возникает очень важный вопрос управления. И вот тут все весьма даже интересно. Смотрите, я перещупал по сути все возможные пути и возможности в облачных сервисах и прочее, и везде я сталкивался с потребностью подключения не только геймпада, но и во время ввода данных аккаунта или перехода через оверлей для всяких там комбинаций клавиш. Везде по сути 90% нужна была хотя бы мышка или клавиатура. Тут же в Сберплей можно использовать обычный геймпад от Xbox, и он заменяет не только внешнюю клавиатуру, но и даже может служить обычной мышкой. То есть, зажимая комбинацию клавиш левый и правый стик и кнопку Y на вашем джойстике, можно переключиться между клавиатурой и мышкой, и при этом джойстиком тоже то есть этим контроллером от Xbox по сути можно заменить 3 инструмента: мышку, клавиатуру и сам геймпад. Конечно, понятное дело, можно законнектить к этому бичбоксу любую вашу Bluetooth мышку или клавиатуру. Я проверял, там есть поддержка Bluetooth 5 внутри этой коробочки, и тем самым можно запускать, то есть любой клава-мышь шутер от первого лица без проблем. Все, это очень удобно и предельно дешево. А в наше время, как вы все это понимаете, уже не важно, на чем и как запускать игры. Самое ключевое — это дешево, доступно и без сложности. В данном случае я не знаю, как еще дешевле что-то придумать. Я проверил кучу различных проектов на этом бичбоксе. В 50% случаев нужна физическая клава-мыша, но остальные 50% все эти киберпанки, Tomb Raider, Control, Death Stranding, Resident Evil, Forza 5 и даже Rainbow 6 все не поддерживают геймпад. И по сути мы заменяем консоль и получаем при этом трассировку лучей на ультра за 2500 рублей. Из минусов этой приблуды я бы отметил, скорее всего, это нагрев корпуса спустя пару часов. Но я бывало проводил и 5 часов, и 8 в одной сессии, и как видим, она работает, не вырубается. В любом случае, даже если и откинется эта хрень, скажем, там через пару месяцев там беспрерывных длинных каток по 8 часов, все равно за 2500 рублей я куплю себе такую же
то есть такой же свисток, и буду юзать его дальше. Он тоже Xiaomi-шный, как его там Mystic или там Real Mystic, они стоят 4 и 5 тысяч рублей, что заметно дороже. Тут же есть поддержка 4К, все дела за 2500, вообще дичайшие и по красоте, как бы сказал, наверное, Вилсаком. Это и все, что я и хотел вам показать в этом видео и рассказать. Всем еще раз я желаю не болеть, увидимся с вами уже очень скоро, всем пока.